Сколько Михайловских дворцов в Петербурге? Я насчитала 3 дворца и 1 замок. Все они должны были стать резиденциями особ царских кровей, но лишь один принял своего хозяина. Средства на Михайловский дворец, который находится на площади искусств, заботливо распорядился откладывать многодетный отец Павел I для самого младшего из своих 10 детей Михаила Николаевича. Павел посчитал, что раз у малыша не было особых шансов на трон, то он должен хотя бы иметь возможность жить по-царски. Увы, взросление Михаила Павел не увидит, так как будет убит в результате дворцового переворота. Однако его старший сын и наследник Александр I проследит, чтобы дворец был построен, и младший брат заселился туда вместе с молодой супругой. Великолепное здание в стиле позднего классицизма, исполненное знаменитым Карлом Росси, еще долго будет хранить память о своем первом хозяине. Ну а сейчас его двери открыты для всех желающих, так как со времен Николая II и поныне там располагается знаменитый русский музей. Чтобы не путать с Михайловским, дворец, построенный в 1891 году на Адмиралтейской набережной, решено было назвать Маломихайловским. Его оборудовали по последнему слову техники. Архитектор Максимилиан Мисмахер предусмотрел водопровод, канализацию, электричество, телефон, чтобы хозяину Михаилу Михайловичу, внуку Николая I, было комфортно в своем жилище. Но вмешалась любовь. 30-летний Михаил осмелился жениться на девушке не королевского происхождения. И несмотря на то, что София Николаевна Меренберг была аристократкой, внучкой Александра Сергеевича Пушкина, она все же считалась неровней великому князю. Император Александр III, бывший тогда у власти, выслал кузена за границу. Он и представить не мог, что его немилость через много лет спасет родственнику жизнь, так как революция застанет Михаила Михайловича в Великобритании, и он не попадет под раздачу, как остальные Романовы. Третий дворец тезка выходит прямо на Дворцовую набережную и называется Новомихайловским. В тот же год, когда великолепное здание авторства Андрея Ивановича Штакеншнейдера было завершено, его хозяина Михаила Николаевича, отца вышеупомянутого Михаила Михайловича, отправляют на Кавказ в качестве наместника. Годы спустя он все же вернется в свой дворец. Говорят, на склоне лет он любил подолгу сидеть возле окна первого этажа, а проходящие военные останавливались, чтобы отдать честь великому князю. Ну и, наконец, таинственный, овеянный мрачными легендами Михайловский замок. Он назван не в честь владельца, а в честь святого архангела Михаила. Он построен в соответствии с вкусами и пожеланиями императора Павла I, с которого мы начали свой рассказ. Увы, лишь 40 дней в нововозведенном замке пришлось прожить его хозяину. Ни толстые стены, ни глубокие рвы не спасли Павла I от заговора против него людей, которым он доверял больше всего. Говорят, неупокоенная душа убитого императора обитает в старинном замке и поныне.